Многие родители верят в то, что если их дитя скрипит зубами во сне, это говорит о наличии глистов. Не стоит переживать по этому поводу, поскольку такое утверждение – это самый настоящий и ничем не обоснованный миф. Но, если это явление все-таки тревожит вашего ребенка, не отмахивайтесь от него и постарайтесь выяснить, с чем это связано. Не нужно пускать все на самотек, потому что скрип зубами или бруксизм вреден для ребенка. Однозначные причины, по которым детка может скрипеть зубками во сне, пока не найдены. Спровоцировать такой скрип могут несколько факторов. Он может проявляться в результате какого-нибудь стресса или при нарушениях процессов регуляции сна или его глубины. Чаще всего подобное явление встречается у дошкольников. Немаловажную роль сыграет наследственность, а также важен пол ребенка. По неизвестным причинам скрип зубками гораздо чаще замечается у мальчиков. Причиной ночного скрежета зубами могут быть и некоторые нарушения в строении зубных рядов или различные аномалии прикуса. Но все-таки на первом месте среди причин скрежета зубками во сне является именно стресс. Множество взрослых склонны считать, что у деток различные стрессы случаются намного реже и, к тому же, детки переносят их не в пример спокойнее и проще. На самом деле это неправда и происходит все с точностью да наоборот. Детки практически не защищены от стресса. Им неимоверно трудно справиться со своей повышенной эмоциональностью. Что же может стать толчком к появлению стресса у ребенка? Причин невероятно много. Это может быть размолвка с родителями или друзьями, приближающиеся выступления, недавно просмотренный страшный фильм, перемена обстановки и многое другое. Родителям, у чьих деток проявились такие явления, не стоит слишком переживать, поскольку бруксизм успешно лечится. Первыми врачами, которых вы обязательно должны посетить, должны стать невролог и стоматолог. Первый четко выявит причины возникновения бруксизма и предложит несколько общих рекомендаций, а второй специалист поможет справиться с истиранием зубной эмали во время лечения. Подходы к лечению могут быть достаточно разнообразными, но все-таки есть несколько общих рекомендаций, которых непременно следует придерживаться, если вы хотите избавиться от скрипа зубов во время сна своего ребенка. В первую очередь, поговорите со своим малышом и постарайтесь ненавязчиво выяснить, что может его тревожить. Не забывайте, что детки практически не защищены в эмоциональном плане, и даже самая маленькая проблема, которая даже не будет браться в расчет у взрослых, у ребенка может вызвать довольно сильный стресс. Родители – самые важные люди для малыша, и они часто являются единственными, кому малыш полностью доверяет и сможет откровенно поговорить, рассказав о причинах беспокойства. Если же ваш ребенок пока не разговаривает, постарайтесь стать более внимательными, добрыми и ласковыми по отношению к нему, чем в обычных обстоятельствах. Может, как раз этого и не хватает вашей крошке. Обратите внимание на рацион своего ребенка и старайтесь чаще давать ему твердую пищу. Это могут быть яблоки твердых сортов, морковка и капуста. Если вы заставите жевательные мышцы усиленно напрягаться в дневное время, то ночью их активность станет гораздо ниже. Очень желательно на время максимально исключить из детского рациона сладости, сахар, продукты, содержащие искусственные красители и животные жиры, а также продукты быстрого питания и полуфабрикаты. Присмотритесь к тому, как ребенок проводит время непосредственно перед сном. Игры вечером не должны быть чересчур активными и слишком эмоциональными. Отличным вариантом для вечернего занятия станет спокойное чтение книжек, складывание пазлов и другие спокойные игры. Не кормите ребенка прямо перед сном. Это лучше сделать за несколько часов от того, как дитя отправится в кроватку. После ужина старайтесь выходить на улицу и дышать свежим воздухом, это очень благоприятно отразится на состоянии малыша. Многие врачи утверждают, что, если скрип зубами наблюдается очень редко и, как правило, не длится больше 10 секунд, то такое явление лечить не нужно. Но не стоит относиться к проблеме слишком легкомысленно, ведь бруксизм зачастую требует специального лечения. Если вы стремитесь сохранить зубки ребенка здоровенькими и хотите, чтобы сон малыша был крепким, постарайтесь вовремя заметить возникновение проблемы и сразу же принимайте все необходимые для ее устранения меры. Не забывайте, что ночной зубовный скрежет – это только временное явление. Ваш ребенок рано или поздно обязательно перерастет бруксизм, а ваша забота и внимание помогут быстрее справиться с этой проблемой.